Друзья, в этом видео я вам расскажу про те продукты, которые в буквальном смысле убивают ваш организм, но которые, по моим наблюдениям, в большом количестве присутствуют в рационе у многих людей. Я это часто вижу, потому что периодически захожу в супермаркеты, что-то себе прикупить, и вижу, что покупает обычный среднестатистический россиянин, и, к сожалению, от этого очень сильно расстраиваюсь. И я специально решил посвятить это видео тем продуктам, которые очень сильно старят организм, которые вызывают хроническое воспаление, которые вызывают преждевременное старение, старость и увядание организма. И первый продукт, который я рекомендую брать из своего рациона, это рафинированное подсолнечное масло. К моему большому сожалению, то масло, которое есть в рационе современного человека, продается в супермаркете, является отравой. Оно содержит большое количество, помимо масла, вредных химических соединений. И особенно его часто используют при жарке. И оно становится еще более вредным и вызывает хроническое воспаление. Вы мне, конечно, можете сказать, а где это воспаление? Я же его не чувствую, оно не болит нигде у меня. Это воспаление, оно находится часто на уровне клеток. Это воспаление системного характера, вы его можете не чувствовать. Но все вот эти ингредиенты, они проходят до каждой клеточки вашего организма, медленно убивая. Все мои пациенты практически от такого масла отказываются и переходят на сыродавленные масла. На сыродавленное масло расторопшее, на сыродавленное льняное масло, на сыродавленное тыквенное масло. И сейчас сыродавленные масла, то есть это масла, которые давили в дубовых бочках, можно уже найти в некоторых магазинах. Оно, конечно же, всегда будет в темной бутылке, обратите на это внимание. Оно будет как-то дополнительно там укутано в какую-то тару для того, чтобы солнечный свет не попадал и масло там не окислялось. И вот такое масло действительно будет для человека полезным. Оно будет действительно источником омега-кислот, оно действительно будет содержать жирорастворимые витамины, микро-макроэлементы и организм оздоравливать. И тем самым вы будете заниматься реальным замасливанием, то есть действительно организму современного человека часто не хватает масел, жиров. То подсолнечное масло, которое есть в среднестатистическом магазине, оно является продуктом, который вызывает воспаление. Это уже давно доказанный факт, но, к сожалению, я в супермаркете вижу, как люди по много бутылок покупают это масло и на нем едят. Сразу предвижу свой вопрос, а на чем же тогда жарить? Жарить еду нужно на масле кхи, на топленом масле. И оно получается точно так же вкусно. Второй продукт, от которого нужно отказаться, это хлопья, которые люди едят по утрам. Те самые кукурузные хлопья, которые к нам пришли из США, из Америки, в виде рекламы, что это быстрый завтрак, то, что он полезный, то, что он обогащен витаминами. На самом деле это самый вредный завтрак, который только можно придумать, поскольку это чистые углеводы, и данный завтрак ведет к очень сильному повышению сахара, инсулина, со временем будет вызывать преддиабет, потом диабет и вызывать воспаление в кишечнике. Я это уже на своей практике отследил, потому что это сделано все, как правило, из не очень качественного пшеницы. В общем, это такой продукт, вызывающий воспаление. Скорее всего, это еще будут люди употреблять с молоком, которое также оставляет то качество молока, которое тоже оставляет желать лучшего. Поэтому от быстрых завтраков в формате хлопьев я тоже рекомендую вам отказаться. Третье – это рафинированные сахара. Если вы все еще до сих пор употребляете булочки, пироженки, мороженки в большом количестве, то это все рафинированные сахара. Есть знаменитый фильм «Сахар», который вам рекомендую посмотреть. В этом фильме рассказано, как сахар в буквальном смысле разрушает наши клеточки. И вот во всех вот этих продуктах, где есть рафинированные сахара, по сути, там большое количество пшеницы, большое количество, причем пшеницы геномодифицированной, большое количество сахара, глютена, то есть все, что вызывает воспаление, все, что убивает кишечник. Я про кишечник очень много рассказываю во всех своих видео. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. В телеграм-канале тоже в последнее время очень много посвящал кишечнику. Если не подписаны, то подписывайтесь, ссылочка будет внизу под видео. Поэтому самый быстрый способ убить кишечник – это на каждодневной основе употреблять вот эти все рафинированные продукты. Данные продукты способствуют процессу атеросклероза, то есть появлению атеросклеротических бляшек, которые забивают ваши сосуды, и очень быстро старит ваш организм. Конечно же, нужно убрать из рациона чаи в пакетиках. Если вы наивно полагаете, что те чаи в пакетиках, которые вы пьете, они чем-то полезны, туда идет только
полевые отходы настоящего чайного производства. Поэтому те пакетики, которые вы пьете, они на самом деле лишь забивают ваши сосуды, ухудшают работу кишечника, и там содержатся какие-то уже там, ненужные канцерогенные вещества. То есть, по сути, это пыль вы пьете. Это пакетируют всю вот эту пыль в пакетике и продают людям под маркой там известных каких-то чаев. А настоящие чаи можно купить на развес, и поскольку я сам живу в России, большая часть людей меня смотрит именно из России, я рекомендую, например, чаи на развес из Краснодара, краснодарские чаи, их несложно найти, либо те, кто увлекаются китайскими чайными церемониями, это уже чаи из Китая. Я, например, очень люблю чай пуэр или дяньхун или габа чай. То есть это настоящие чаи на развес, которые действительно в своем составе содержат микро-макроэлементы, тонизируют организм, его как-то восстанавливают, питают, но не убивают, как чайные пакетики, которые, к сожалению, употребляют большая часть россиян по моим наблюдениям. Йогурты. Вспоминая свое детство, мне йогурты покупали, это такой быстрый перекус. По факту там содержится большое количество сахара, которое поднимает инсулин, которое поднимает глюкозу, и по факту какого-то насыщения не дают. То есть употребление йогурта не убирает аппетит, а после употребления йогурта опять хочется есть. Плюс, если вы посмотрите состав, увидите большое количество каких-то добавок, которые только будут отравлять наш организм. То есть, по сути, сейчас каких-то йогуртов нормальных не осталось, можно лишь иногда в сетях здорового питания найти какой-нибудь там греческий йогурт высокого качества. Но вот те йогурты сладкие, которые есть, я их вам точно не рекомендую. Следующий мой топ продуктов, которые убивают ваш организм, это пакетированные соки. Многие люди ведутся на упаковках, где особенно написано 100% сок или там сок с мякотью. Друзья, внимательно читайте упаковки, вы увидите то, что данные соки, да, я уж не говорю ничего про нектары и сокосодержащие напитки, данные даже соки добавляют большое количество микро-макроэлементов, витаминов, потому что их там не остается. Нужно понимать, что в соке, в отличие от цельного спелого фрукта, ничего практически полезного не остается. И просто ведет человеку, особенно частое употребление, к повышению уровня инсулина, сахара, к диабету. То есть, если вы думаете, что за счет употребления вот тех магазинных соков, которые продаются, вы как-то оздоравливаетесь, даже если он стоит 500 рублей, это очень большое заблуждение. Эти соки длительное время хранятся на производстве, какое-то еще время хранятся в магазине, прежде чем вы его купите, и уже какой-то пользы не несут. Хотя там может быть какая-нибудь красивая модная упаковка, название, и вот завлекающие вещи, что это там 100% сок. Если мы будем говорить про нектар или про сокосодержащие продукты, то это еще хуже даже тем что я вам сегодня поведал. То есть эти продукты будут вызывать лишь процесс достаточно серьезной интоксикации. Следующее, что я всегда рекомендую брать, это алкоголь. Потому что алкоголь вызывает воспалительные процессы, алкоголь вызывает воспаление в мозге, в кишечнике, в печени, загущает кровь. То есть это очень вредный продукт, который нас очень быстро старит и нарушает все биохимические процессы. Надеюсь, таких уже людей нету, которые меня смотрят и пьют алкоголь. Поэтому, друзья, если вы хотите хорошее здоровое тело, то от алкоголя даже в маленьких количествах я рекомендую отказаться. Конечно же, сейчас мне кто-нибудь в комментариях напишет: Евгений, но ведь в хорошем вине содержатся полифенольные соединения, ведь там содержится ресвератрол, который так полезен для нашего организма. Друзья, скажу так, что уже существует большое количество научных исследований, которые говорят, что в алкоголе больше вреда, нежели пользы. А ресвератрол и там другие соединения давно уже экстрагированы, их можно принимать в виде БАДов и добавок. Также есть в Крыму специально есть производство, где выделяют данный ресвератрол в отдельности, и его можно употреблять, не опьяняясь и не травя свой организм этиловым спиртом. Следующий топ – это хлеб, который продается в обычном магазине. И сразу хочу сказать, что тот хлеб, который мы употребляли во времена Советского Союза, когда я был еще совсем маленьким, тот хлеб, который есть сейчас,
Это две большие разницы. И современный хлеб содержит большое количество генно-модифицированной пшеницы, вызывает там очень много клейковины, вызывает воспаление, ухудшает перистальтику, вызывает запоры. И если уж вы хотите действительно поесть хлеба, то тогда уже заказывайте бездрожжевой хлеб, ржаной, и ешьте там не больше 1-2 ломтиков в течение дня. Либо здесь я рекомендую делать самим хлеб из зеленой гречки, либо освоить методику приготовления бездрожжевого хлеба. Но это будет уже куда ни шло, и вы тогда не будете отравляться. Поэтому, друзья, я уверен, что данное видео на вас повлияет, и этим видео вы поделитесь со своими друзьями, знакомыми, для того, чтобы улучшить свой рацион, потому что мы есть то, что мы едим, еда нас должна именно лечить, и от того, как вы составляете рацион, зависит все ваше здоровье. Хотел бы напомнить что я недавно открыл свой магазин здоровья, магазин с продуктами, которые оздоравливают человека. Будучи фитотерапевтом, в магазине представлено большое количество оздоравливающих, оздоровительных сборов для оздоровления печени, кишечника, лимфатической системы, нервной системы, антипаразитарные сборы. Там присутствуют препараты из грибов, это кардицепс, рейши, гриб ежовик гребенчатый, коллаген. И в ближайшее время появятся еще витаминные препараты. Поэтому ссылочку, кому интересно, я оставлю внизу под видео. Проходите. Я относительно недавнее время составил комплексы отдельные для восстановления печени, почек, микрофлоры, для восстановления уровня энергии. Все для того, чтобы вы могли пользоваться качественными продуктами, для того, чтобы оздоравливаться. И вот последние месяцы и следующие месяцы я буду посвящать тому, что буду у нас здесь в стране, в России, развивать очень крутой бренд, который я назвал Фитотап, для того, чтобы у людей был доступ к очень качественным травам, БАДам, добавкам, для того, чтобы вы могли бы оздоравливаться. Моему видео обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, какие продукты вы уже убрали, какие продукты вы уберете, какие у вас наблюдения по здоровью с тех пор, как вы начали восстанавливать свой рацион. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока-пока.